И снова с вами канал Мы Дачники. Делаю сегодня гречаники или гречневые котлеты с печенью. На столе все, что нам понадобится для этого случая. Здесь у меня печень куриная, порезанная на мелкие кусочки, стакан гречки, растительное масло, панировочные сухари, лук, порезанный полукольцами, соль и подготовленная к готовке стоит на подогреве моя мультиварка. Гречневую крупу хорошо перебрали и промыли. На сковородку налили растительного масла и поставили на прогрев. Сейчас я туда добавлю лук и буду обжаривать лук с печенью. В мультиварку я добавила тоже растительного масла и сейчас туда положу промытую гречку. Так, гречка у меня уже в мультиварке, режим стоит рис крупы, это 25 минут стандарт. Добавляю 2 стакана воды и гречка у нас варится. Здесь у меня уже жарится лучок, я его вот перемешиваю. И когда он подрумянится, добавлю печень. К зарумянившемуся луку добавила печенку и, помешивая, жарить ее до готовности. Так, печенка готова. Вы, наверное, заметили, что я не добавляла никаких специй и не солила. Сейчас я ее выгружу вот в эту мисочку и дам остыть. Да, забыла сказать, нам понадобится еще одно яйцо, но об этом чуть позже. Гречка в мультиварке сварилась, и я даю ей немножко остыть. Остывшую гречку и печень с луком я высыпала в измельчитель. Ну и сейчас все это буду измельчать. Измельчитель «Молния» поработал очень хорошо, измельчил все так, как мне надо. Сейчас я буду добавлять в массу панировочные сухари, яйцо, солить, перчить по вкусу и разогревать сковородку. Ссылка. В печеночно-гречневую массу я добавила 1 яйцо, 3 столовые ложки панировочных сухарей и под прессом выдавила 3 зубочка чеснока. Сейчас добавлю 2 столовые, приблизительно или 3 водички обычной. И буду солить и перчить по своему вкусу. Ну вот, дорогие друзья, масса готова, чтобы из нее лепить гречаники. Если у вас сомнения по поводу сухости массы, кажется, что она немного суховата, можно подлить еще немножко водички. И все будет хорошо. Сейчас будем лепить гречаники. Сковородка пока стоит на 120 градусах мощности. Я ее вот увеличу до 160. Ну и буду лепить котлетки. Вот такие я слепила гречаники. Сейчас я их буду обжаривать до золотистой корочки с 2 сторон. Ну и буду добиваться количества. Из вот этого вот фарша получится достаточно много котлеток. Так, гречаники я уже перевернула. Так, дорогие друзья, гречаники уже готовы. Можно кушать. Хочу показать, насколько они нежные и вкусные. Вот такие гречаники получились. А на этом, пожалуй, все. Всем всего хорошего, приятного аппетита!